Здравствуйте, на канале ТВН вы смотрите программу «Наша жизнь». В студии с вами Вадим Анцупов, и мы продолжаем вести очень интересную, очень увлекательную беседу с доктором из Индии. Доктора зовут Саураб, он путешествует сейчас по Европе, заехал к нам в страну, и сейчас мы говорим о аюрведе. В прошлой программе мы остановились на таком очень интересном моменте, что в человеке должна быть гармония, в человеке должен быть баланс трех, скажем так, составляющих, трех, я не знаю, можно это назвать энергией, да? Это вату, питу и кафу. Трех составляющих, которые, в общем-то, и дают наше здоровое ощущение, наше здоровое тело. Еще раз здравствуйте. Good afternoon. Good afternoon. И если мы говорим вот об этих трех составляющих, о которых мы говорили в прошлой программе, это когда человек достиг этой гармонии, это постоянная величина или она может меняться, опять прийти в дисбаланс? If we are talking about these three parts, Vata, they Pitta, should be Kapha. Vata, Pitta, Kapha, that should be in a balance. Yes. Is it the constant measurement or it's changing all the time? The constant measurement is called constitution. А постоянная вот эта составляющая называется конституция. Something which will be like your tendency and your characteristics of your body and mind. It's called constitution. Тенденции, склонности, характеристики вашего тела и ума, она называется конституция. And it will never change. И это никогда не поменяется. It's like your blood group. Это как ваша группа крови. You know blood group? Вы знаете о группе крови? Конечно. So you will born as the same constitution and you will die as the same constitution. Вы будете рождены с определенной конституцией, вы с ней же и умрете. What will be the changing is your doshas. А то, что будет меняться за это доша. время, то это доша. For example, Например, if your constitution is pitta vata, если ваша конституция питта-вата, then you will know from Ayurveda which food is good for you. тогда вы из аюрведы узнаете, какая для вас полезная еда. Which activities is good for you? Какая деятельность для вас полезна? Which type of yoga you should do? Какой вид йоги вам нужно заниматься, You например? know? So, for example, Например, if you are pitta vata constitution, если у вас конституция питта-вата, like I'm talking about the combined, we have also combined constitution. я говорю сейчас о скомбинированной конституции, у нас такие тоже есть. If he or she get lots of big beans in the food, Если он или она, например, употребляет много фасоли и бобов в питании, he will have arthritis problems. то у него возникнут проблемы с артритами. You see, because of the vata, he has already vata inside the body, Потому что у него уже есть вата внутри тела, and the big beans are increasing the vata. а фасоль и бобы, они увеличивают вату, элемент воздуха. So from the food, you take more vata, your vata will increase, and you will have the joints problems. Из еды вы получаете еще больше доступ воздуха в свою систему, и у вас оно повышает уже то, что есть, и у вас возникают проблемы с суставами. So with your help of your food, activities and yoga and breathing techniques or meditations, you can balance these three doshas. И с помощью своего питания, своей деятельности, того, что вы делаете, йоги, медитации, вы можете сбалансировать все эти три доши. Правильно ли я понимаю, и наши телезрители тоже, что в человеке есть некие составляющие разных типов энергии? Там земля, вода и так далее, о чем мы говорили. И когда мы кушаем соответствующую пищу, мы добавляем тот или иной вид энергии, который соответствует тому или иному виду питания. Это правильно? Did I understood correctly that we all have this combination of these three, let's say, energy in the body, and the same energy comes from the food, and Yes. whatever food we Correct. take, it Yes. will erase or Yes, very correct. change these energies. Yes, because Yeah, so I told you my first part, all the world is made up of 5 Потому elements. что я уже в первой части говорил, что весь мир создан из 5 элементов. And the three doshas, vata, pitta, kapha, are also parts of the 5 elements. И вата, пита, кафа, они тоже часть этих 5 элементов. Ну вот опять же, если немножко повториться, чтобы наши телезрители понимали вот этот очень важный момент. Если кто-то говорит и практикует аюрведу, и говорит, что я врач, невозможно так, что клиент приходит, он говорит, смотрит на него, а у тебя такая конституция, даже не трогая пульс. Это невозможно.
Okay, for our people who are watching us, to be clear, if you are coming to the person who is saying that he is practicing Ayurveda and he is looking just at you without even watching your pulse and saying that your constitution is like such, such and such, it's not possible, no? If he's Ayurvedic doctor, Если он аюрведический врач, in Ayurveda we have the one concept called Siddhi. в аюрведе у нас есть такая концепция, которая называется ситхи. It means Siddhi. Siddhi. It means by practicing something, you get that energy. You are becoming that master in the science. Практикуя какую-то определенную вещь, вы достигаете мастерства в этой науке и очень высокого уровня. And in Ayurveda, we have this concept that how much you practice more and more. So it may, some people, they can really see the body and they can say, okay, you have this problem, you have that problem. То есть, достигая таких высот, в аюрведе говорится, что да, есть такие мастера редкие, которые могут просто взглянув на человека уже сказать, да, у вас такие проблемы. But for this, attaining this state, you need to be very meditative man. That level you have to reach. Но для того, чтобы стать таким человеком, вам нужно иметь очень медитирующий ум и достигнуть такого очень как бы долго это. But I'm a doctor, you know, as a doctor, Я доктор. I can see every science has that diagnostic and some protocols. Что в каждой науке я вижу, что есть своя диагностика и свои протоколы, какой-то порядок. So it's better to go with this principle of the science. То лучше следовать этим принципам этой науки. So I think for me, it's good to see the pulse and see the constitution. Я думаю, для меня хорошо смотреть пульс и видеть конституцию так. Yeah. Сколько длится сеанс, когда доктор Саураб меряет пульс? Сколько это займет по времени? How long does it take for you to measure the pulse? Like to mean to say how much time it takes for diagnosis, that process? Сам процесс? Да, сам процесс. Yeah. Ну, то есть мы сейчас моделируем ситуацию. Я больной, я пришел к доктору и говорю, я что-то себя плохо чувствую. Давайте будем заниматься аюрведой. So we are modeling the situation now. I am the sick person. I come to the doctor and I whatever. It depends on the situation, like the chronicity of the disease. Зависит от ситуации, от хронической стадии заболевания. It depends on the masters of the doctor also. И зависит также от мастерства доктора. In India, some doctors they check the pulse within 2 minutes. They say everything. В Индии есть такие мастера, что в течение 2 минут они говорят вообще все. But it's normal time. It's maximum 10 minutes to 20-25 minutes. Но обычное время это максимально от 10 до 20 минут. Yeah. Когда проводится измерение пульса или пульсовая диагностика, доктор говорит о том, какая у тебя конституция или какие у тебя болезни в организме. When you do this pulse diagnosis, are you talking about what is your disease, what is your constitution? The first information we give is the Первую constitution. информацию, которую мы даем, это конституция. And according to that, we give this food, the activities, everything. И согласно этому мы предлагаем питание, активность, деятельность, все. If the person came to me as a diseased already inside the body, Если человек приходит ко мне уже с заболеванием внутри своего тела, of course, the pulse also start telling you, yeah, you have these problems in this organ, that organ, yes. конечно, пульс начинает вам говорить, что у вас проблема в этом органе, в том органе, здесь, тут. But not in like, you have this much blood sugar. I cannot see your blood sugar by seeing the pulse. You have 120 blood sugar. Но это не No. то, что вы можете там с точностью сказать, насколько повышен ваш сахар, там у вас там 1,250 или сколько. We talk about in this Vata Pitta Kapha language only. Мы разговариваем на языке вот этих вата пита кафа, But этой it, терминологии. yeah, but the symptoms are the same. Но симптомы те же самые. You talk about the allopathy or Ayurveda, the symptoms are the same. А говорите ли вы об аюрведе или классической медицине, симптомы одни и те же. For example, in paining in the head, in the English called headache, Например, головная боль называется, на английском языке она называется headache, голова когда болит. and your Estonian language, what you call headache? А на эстонском языке на вашем Головная боль? На русском головная боль. Yeah. In Sanskrit we have Shiro, Shula, something На like this. санскрите так. So, То есть просто разная терминология. Значит, правильно ли я понимаю, что все-таки, когда человек приходит и он еще не ощущает, что у него что-то болит, доктор не может сказать, так, у тебя может быть проблемы с аппендицитом, или у тебя проблемы туберкулез, или еще что-то. Он говорит только о конституции, говорит, что у тебя конституция, допустим, кафа, и тебе нужно есть бобы.
Did I understood correctly that when the person comes and he is not having symptoms yet of the diseases, the doctor cannot say that he is having diseases. He is only saying his constitution, and he say like, okay, you are kapha and you need to eat oats. Yes, yes. And in Ayurveda, that's what the beauty of Ayurveda says. If you're a kapha constitution, this is all the diseases you could be having in the future. These are the diseases you are prone to have the disease in the future. We say that one also. Нет, мы также говорим, что если у вас конституция кафы, то есть у вас есть предрасположенность вот к таким заболеваниям. That's what I'm telling you. This is a complete science. No, это полное. But the question was that you cannot say the diseases that's already in the body if it does not show the symptoms. То есть это не МРТ, грубо говоря, да, не диагностика точная, что у человека заболело. So you cannot say that he is already having disease. Это, скажем так, предположение, что поскольку у тебя кафа, то у тебя будет болеть то и то. Supposedly, if you are kapha, you might have this, and this disease. Everything we can see from the pulse, actually. На самом деле мы все можем посмотреть из пульса. If you already have some cancer inside the body, если, например, у вас есть уже рак в теле, we can see from the pulse. То мы можем увидеть это из пульса. If you have already, you are getting something like your elements are increasing, and after some time you would get this type of disease. That one also you can see from the pulse. И, например, у вас элементы уже возрастают, и через какое-то короткое время у вас уже появится заболевание, мы это тоже можем сказать с пульса. But that's what I'm telling you. You cannot compare this allopathy and Ayurveda science together. Но то, что я говорю, вы не можете сравнивать классическую медицину и аюрведу. I cannot explain the Sanskrit in English language. Я не могу объяснить санскрит на английском языке. Yeah? Or you cannot explain English in Sanskrit language. Или вы не можете объяснить английский на санскрите. Every science has that separate, different principles. У каждой науки есть свои какие-то разные принципы. Yeah. About the cancer, we have some different terminology in Ayurveda. В аюрведе в отношении рака, например, совершенно другая терминология применяется. But after my consultation, they take my food supplements. Но после моей консультации люди, которые принимают пищевые добавки, которые я им прописываю. And after some time, whatever the disease they have inside the body, they get the results. They are seeing the results. И спустя какое-то время они видят положительный результат со своим заболеванием, которое было у них внутри тела. Yeah. Ну вот, поскольку наш гость заговорил о раке, в некоторых, может быть, скажем так, есть некие постулаты о том, что раковые заболевания – это некие кармические наказания. Согласен ли он с тем, что человеку делал плохо, и вот ему такая тяжелая болезнь досталась – рак? There are some statements exist that in different fields that all these cancer diseases, it's kind of the karmic punishments. Oh, person was doing something wrong. You know lots about karma. Oh, знаете много о карме. Okay. Is that like this? Yes, yes. Да. Even in Ayurveda, they says every disease is your results of your karmas. В аюрведе говорится, что каждое заболевание – это результат вашей кармы. You see the mobile? Вы видите мобильный телефон? You can record the things inside the mobile, right? Вы можете записать что-то на свой мобильный телефон. And after that, you can listen that recordings. И после этого вы можете слушать записи. Now my talks is going recorded now. Сейчас моя беседа записывается. After that, people are listening and all. После этого люди прослушивают и смотрят. So if you see, if the mobile have this capacity to record some things, если у мобильного телефона есть эта возможность, способность записывать что-то, since childhood to the end, whatever we are doing, it's been recorded somewhere in the universe. С самого детства до самого конца то, что мы делаем, оно где-то записывается во Вселенной. Your good things, bad things, everything is recorded somewhere. Ваши хорошие поступки, плохие поступки, все где-то записывается. And whatever you are doing, и все, что бы вы ни делали, you have to pay for that. Вы должны за это платить. And this is called karmas. И это называется карма. So, according to your constitution, you do something in your life, it's called an Ayurveda. Согласно своей конституции, вы чем-то занимаетесь в своей жизни, что-то делаете, это называется аюрведа. If your constitution is this and you are doing something different with the food, activities and other things, then you will have the disease inside the body. Если ваша конституция такова, а вы делаете противоположное от того, что вам положено, какие-то едите не то, делаете что-то не то, то у вас возникает заболевание. So the cancer is the same. И с раком то же самое.
Even the cancer, some people they have no, oh, I don't eat these things, I don't eat meat and all, but still I got cancer. И некоторые люди говорят, о, да нет, я ничего такого не ем, и мясо не, почему у меня рак возникает? Yeah, Ayurveda believes on the karma, yes. Да, аюрведа верит в карму. We have the concept called Purva Janma Kruta Papam. У нас есть такая концепция, вот так она называется. It means something you did past life, you have to pay this life. Это значит, что что-то вы сделали в прошлых жизнях, и теперь вы должны за это заплатить. But it's good idea, whatever we are doing, just think about this life only. Но это хорошая идея в том, чтобы думать об этой жизни, чтобы мы хорошим чем-то занимались здесь. Yeah. So that's what I'm telling you. You follow Ayurveda. И вот что я вам говорю, вы следуете аюрведе. The first reason why to follow Ayurveda to prevent lots of diseases. И первая причина, по которой необходимо следовать аюрведе, чтобы предотвратить огромное количество заболеваний. And if you already have the disease, you can see with the herbs, with the following Ayurveda, you can get rid of the diseases very fastly. А если у вас уже есть какое-то заболевание, то вы можете увидеть, что с помощью трав, с помощью каких-то простых вещей вы можете очень быстро избавиться от своего заболевания. Но ведь тогда, с другой стороны, получается несколько упрощенная концепция мира. But then, from the other hand, it's happened to be the very simple concept of the world. Есть три конституции. There are three constitutions. И все три вида конституции должны определенно питаться, определенным заниматься и определенно вести образ жизни. Но ведь мир очень многообразен. And all these three constitutions, they're supposed to eat the certain food, they do certain things, and that's it. But the world is very like difference. Люди, которые живут в Эстонии, они едят картошку. Люди, которые живут в Индии, они едят бананы. Ну так, условно говоря. Якуты едят оленину. People who live in Estonia, they eat potato. People who live in India, they eat bananas. People in the north, they eat the meat of the deer. Okay. И как же получается так? Ведь и там, и в Эстонии, и в Якутии, и в Индии есть люди, которые относятся к вату, к питу и к кафу. Значит, кто-то из них должен есть там только бананы, там только картошку, а там только оленину. How does it happen that Как это может быть? In all these parts, in India, in Estonia, in Yakutia, where they eat meat, there are all people of the three types, Vata, and Pitta, and Kapha. And some people are supposed to eat only bananas, some people are supposed to eat only potato, and some people are supposed to eat only meat. So, no, I think you misunderstood this food concept, okay? Я думаю, вы неправильно поняли эту концепцию с едой. See, there are not something, the food in Ayurveda, that you should only eat this food, no. Нету такого, что вы должны только вот эту пищу есть, и все. See, I'm talking about whole the food is mentioned in Ayurveda, all the foods. It's about the vegetables. 80%, 90% they talk about the vegetables in Ayurveda. В аюрведе упоминается все виды пищи, но 80-90% она говорит об овощном рационе. And generally you can go with the food, all the food. И обобщая, вы можете как бы всю еду включить в нее. But if you have particular doshas, like a constitution which is high, like Vata high, Pitta high, Kapha high. Если у вас есть определенная конституция, которая зашкаливает, например, Вата, Питта или Кафа, которая на высоком уровне. Then, and again, if you have the disease inside the body, и снова, если у вас есть заболевание в теле, then you have to really take care about your food. Тогда вам действительно нужно позаботиться о своем питании. For example, constitution Pitta people. Например, люди конституции Питты. Which is practically, I have seen as a doctor that lots of people have the constitution Pitta. Например, практически как доктор я видел, что у большинства людей конституция Питта. And according to Ayurveda, they says they have very good digestion power. И согласно аюрведе говорится, что у них очень хороший огонь пищеварения, способность переваривать. Almost they can take every food. Они практически могут есть все. It depends on your disease. Но в зависимости от заболевания. Of course, you know, if you have the disease, you have to, like doctor says, look this food, look that food. Конечно, вы знаете, что если у вас есть заболевание, доктор говорит, ну не ешьте этого, не ешьте того. And I think, you know, it all depends on the personalities. И я думаю, что это зависит от личного характера. There are thousands of people, they are coming to me. Есть тысячи людей, они ко мне приходят. Some people are very strict about the diet.
Некоторые очень строгие в отношении еды, because they want to know what the food they so good for them. потому что они хотят знать, какая еда для них хорошо подходит. So they follow the instructions. И, конечно, они следуют инструкциям. It all depends on you. Все зависит от вас. You don't follow the rules, you will get the disease. Simple. Если вы не следуете правилам, вы заболеваете. Все очень просто. Yeah. Если мы говорим о таком вот концепте, как аюрведа и питание, насколько я понимаю, в аюрведе не приветствуется мясо? Если это так, то почему? If we are talking about Ayurveda in food, as far as I understood, in Ayurveda, Ayurveda does not prove the meat. If so, why? Some parts of medicines in Ayurveda, Какие-то части лекарств в Аюрведе, some I can tell only 1 or 2% only. Huh? может быть 1-2%. We use the meat, but externally. Мы используем мясо, но применяя наружно. For example, you have the problem in the eyes. Например, у вас проблемы с глазами. There is some little goat meat we use in the eyes. Например, кусок козьего мяса мы используем для глаз. But it doesn't go to the intestines and it doesn't cause some problems. Но это не идет в пищеварительный тракт и не вызывает никаких проблем. But that is very, very minor treatment. Но это какое-то минимальное количество заболеваний, используются вот такие вещи. But rest of Ayurveda doesn't allow for the meat. Но остаток аюрведы, да, она не разрешает мясо. Почему? Why? Because see, the Ayurveda is very old, okay? Потому что аюрведа очень старая наука. And that time they did not have the technology, they did not have the car, mobiles, everything. И в то время у них не было технологий, не было ни машин, ни мобильных телефонов, ничего подобного. They used to go to the forest, they used to hunt, that's Они something. ходили в лес, охотились. And now, but all the world is changing. Но сейчас весь мир меняется. Ecology, eco-friendly, we are telling become eco-friendly. Экология, мы все говорим, что становитесь более лояльными, дружелюбными к экологии. So, compared to this era, you have to change some food habit also. Сравнивая эти две эры, то да, вы должны что-то изменить в своих привычках питания тоже. So I think it's better to go with the vegetable to maintain your life very vastly and very healthy. Я думаю, что лучше придерживаться овощного рациона для того, чтобы сбалансировать свою жизнь в очень здоровом ключе. Yeah. Так в чем загадка мясной пищи? Почему нет? What is the trick of the meat? Why not? Why not? Maybe have you seen cow? Вы видели корову? How she drink the water? Как она пьет воду? With the lips. Do you see? С губами. Губами. Have you seen lion? Вы видели льва? Yes. And how the man drinks the water? А как человек пьет воду? Can you drink with the lips, right? С помощью губ, правильно? Like we can suck the lips like something. We cannot take the tongue out and we cannot suck like Мы lion. не можем, как лев, да, языком лакать. So if you see, the human body is made up of this intestine something, which is really, our intestines are not digesting the meat. Если вы присмотритесь хорошенько, то человеческое тело создано таким образом, что наш кишечник, он не приспособлен для того, чтобы переваривать мясо. But the interesting part is, we have the concept of Ayurveda called Satmya. Но интересная вещь в том, что в аюрведе есть концепция, называется Satmya. It means, since childhood, if you are doing something, it's become used to your body. Если вы с детства что-то делаете, то это становится useful. Used to your body. То это ваше тело к этому привыкает. If you're taking the chicken or meat from the childhood, it gets used to your body. Если вы ели птицу или мясо с детства, то вы к этому привыкли. So there are all the perspective you can talk about the meat in Ayurveda. Есть вот эти все перспективы, со стороны которых вы можете говорить об мясе в аюрведе. But practically, I get lots of good results out of the vegetables thing. Но практически подходя, я получила очень хорошие результаты, основываясь на вегетарианской диете.
So for me, I never got a chance to use the meat in my practice. So Для меня у меня не было шанса использовать мясо в своей практике. in future, somebody is coming to have, they says in Ayurveda meat is good, then I can appreciate that. Если кто-то в будущем придет, скажет, что мясо хорошо в аюрведе, то я, оценю это, может быть. And Ayurveda is based on spirituality, the basic thing. Аюрведа основана на духовности. The spirituality means it's like the base of the life. Духовность означает основа жизни. The Ayurveda talks about the mind also. И аюрведа также говорит об уме. You see, when you catch someone and you put the knife on your ear, Если вы, например, кого-то схватили и держите его жизнь здесь, how your desires, how your thoughts, какие ваши желания будут, какие ваши мысли будут? sadness, scary, right? Если вас кто-то схватил, у вас будет печаль, страх. You're not very happy, oh yeah, somebody's cutting me. Вы не будете очень счастливы, когда вы будете знать, что кто-то перережет вам горло. So that emotions or the thoughts or mind impact still there in the body. И вот эта эмоция, вот это состояние ума, оно все влияет на состояние тела. And after the death also sometime this emotion still there. И даже после смерти вот эти эмоции, они остаются внутри. And the same thing when you eat something like this. И то же самое, когда вы это употребляете. Then you get these problems inside. The same whatever the bad emotions come inside your body. И те же проблемы вы употребляете вовнутрь, те же самые плохие эмоции, они переходят в вам. Again the karma comes, bad karma, И karmic. снова плохая карма к вам приходит. You see? Не хочется заканчивать на грустной ноте, но тем не менее время нашего пребывания в эфире на сегодня истекает. Напомню, что в гостях у нас сегодня был доктор из Индии Саураб. Мы продолжили разговаривать о аюрведе. И, как говорится в таких случаях, продолжение следует. Следите за нашей программой на канале ТВН. До новых встреч. Thank you.